Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу все о переходе кармических узлов 12 января 2025 года, о том, что кармические узлы войдут у нас в знак рыбы, девы. И, естественно, дорогие девы, вы у нас являетесь одним из главных гостем, я бы так сказала, на этой вечеринке. Да, с вас спрос будет высок. Сначала, конечно же, будет спрос с дев третьей декады, потом, естественно, вопросики будут у дев второй декады, и завершит круг девы первой декады. Да, ребят, это видео я буду рассказывать сначала общую информацию, общее влияние на всех дев, потом я расскажу отдельно про каждую декаду, потому что как будет влиять вся эта история на дев первой и третьей декады, это совершенно разные истории. Поэтому здесь ловите информацию. Конечно же, в конце я подведу итоги, дам рекомендации для того, чтобы максимально лайтово, я бы это так сказала, провести эти ближайшие 1,5 года. Ну что, ребята, готовы? Поехали. Да, у нас 12 января кармические узлы меняют знаки. Если последние 1,5 года они находились в Овне, Весах, то сейчас северный узел переходит в знак Рыба, а южный узел, естественно, будет двигаться по знаку зодиака Девы. О чем это говорит? О том, что южный кармический узел будет постоянно проходить в транзитных картах, задевать солнышко каждой рожденной девы и задавать вопросик, от чего ты готов отказаться, какие вредные привычки, манеры, амбиции, желания или же нежелания нужно наконец отбросить для того, чтобы пойти вперед. Да, ребят, если вы смотрите это видео по солнечному знаку, тогда это, конечно же, будет сходиться 100%. Если вы смотрите по асценденту, видео больше будет характеризовывать ваши личные партнерские отношения. И если же по Луне, то в основной своей массе будет составлять ваше эмоциональное состояние. Поэтому понимайте, что немножечко у вас может проигрываться в разном ключе. Ну, естественно, ребят, это общий гороскоп. Если у вас свой собственный персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно указывайте дату, время, место вашего рождения и ваш вопрос, чтобы я ответила, как на вас повлияют как раз-таки движение этих кармических узлов, потому что вы однозначно заметите, что что-то происходит с вашей жизнью. Вообще всегда смена кармических узлов, особенно когда они проезжают по вашему знаку, это всегда заметно. То есть это всегда эмоциональное состояние, это всегда нам кажется, что в нашей жизни что-то меняемся, вроде ничего очевидного нет, но настроения у нас меняются. Или же наоборот, происходит наоборот очень много разных событий, и мы очень часто не понимаем, почему они происходят. Просто потому что, да, пришла карма, заглянула, вернулась и сказала, ну что, давай разбираться, чего ж ты засиделся, засиделась. Потому что, когда у нас в жизни происходят события, это не говорит о том, что мы люди плохие, нет. Это говорит о том, что мы должны двигаться вперед, но немножко засиделись на этом месте. Особенно, когда очень много интенсивных событий, как, например, у дев третьей декады, вы, ребят, понимаете, о чем я говорю, не потому что вы что-то плохое сделали, вообще нет, а просто потому что у вас вот этот период времени, он, я вам так скажу, на перестройку, он уже у вас такой был, да, но сейчас у вас, конечно же, начнется очень мощный, интенсивный в том числе, поэтому здесь, конечно же, понимая, что с вами происходит, для чего это делать и для чего стараться, тогда, конечно же, легче переживать те трудности, которые происходят, да, потому что вообще, в принципе, для всех дев любой декады события это на самом-то деле интенсивные будут складываться, и по большей части для того, чтобы проверить вашу самооценку. Поэтому, ребят, скажу, что здесь ни в коем случае не нужно
упадать в какие-то депрессивные состояния, хотя очень сильно захочется. Не надо этого делать, нужно идти вперед, идти развиваться. И вообще, в принципе, если говорить общую информацию про дев, то здесь важная, очень важная такая история. Это будут ваши 1,5 года ближайшие, однозначно. То есть они будут очень важны для вас. То есть от вас требуется как раз-таки умение отказаться от всего того, что вам мешает. Для кого-то это депрессивное состояние, для кого-то это момент скептически смотреть на мир, на жизнь, для кого-то это как раз-таки то максимально расчетливое, что есть в вашей жизни, когда вы потеряли вот эту нить душевной и радостной жизни, да, особенно очень скептичные и очень приземленные девы, да, потому что, естественно, все наши натальные карты, они наполнены разными планетами, да, то есть планеты находятся в разных знаках, и, конечно же, вот этот комплекс дает нам каждому свой характер. Здесь необходимо, конечно же, понимать, что быть приземленной девой – это хорошо, но все-таки от вас жизнь будет просить немножко стать полегче, немножко посмотреть на другую сторону вообще медали, чужого мнения, посмотреть вокруг, расширить свои горизонты в том числе. И я не скажу, что в ближайшие 1,5 года они будут очень сильно напряженные. Если вы будете идти вперед, если вы будете двигаться, если вы захотите изменений, тогда будет очень даже хорошо, и вы будете мне, и я надеюсь, писать и говорить, что все пошло классно, гладко, то есть вышли из состояния застоя, то есть не трясет, как трясло, потому что очень часто нас трясет, когда мы не хотим отпускать ту самую реальность, к которой мы привыкли. Мы все люди, любящие стабильность, неважно какого мы знака зодиака, особенно когда мы настроили свою жизнь, у нас там все должно было быть классно, но почему-то, когда приходит в мир нестабильности, мы вот не очень все любим, да. И скажу, что после того, как кармический узел выйдет из дев, он перейдет в знак льва, и там, конечно же, наступит совершенно другое время. И сейчас, дорогие девы, хочу сказать, что вот вы находитесь на пороге такого большого и мощного ускорения, да? Поэтому здесь необходимо, конечно, отказаться от всего ненужного, от балласта, от своего какого-то мнения, которое вы уже понимаете, что оно вам мешает по жизни. Нужно посмотреть вокруг, посмотреть, как люди живут. Возможно, это уже пережитки старого прошлого, и нет ничего в этом такого зазорного, что ли, менять свое мнение, потому что мы все растем, и в какой-то промежуток времени полностью кардинально меняем свою точку зрения и понимаем, что так это же нормально, а почему я раньше так не жил? И это тоже хорошо. Менять свою точку зрения, это говорит об умении взрослеть. Поэтому здесь, дорогие девы, конечно же, отпускайте прошлое, старое, отжившее, понимайте, какую жизнь вы хотите, впустите в свою жизнь немного воздуха, но уберите депрессивное скептическое состояние. Вот это вот точно не нужно делать, да? Естественно, период этот будет сопровождаться с пересмотром всех своих страхов и волнений. Естественно, мы все очень бдительно и мнительно относимся к своим страхам. Мы боимся в глубину своей души иногда заглянуть, потому что это просто страшно. На самом деле, когда мы разбираемся в своих моментах неподъемных, да, почему мы не поднимаемся вверх, почему мы не развиваемся. И когда мы работаем со своими страхами, мы понимаем, что мы просто боимся высовываться, мы просто боимся быть как-то на арене, чтобы к нам не было так много претензий, вопросиков, да, хотим себя как-то вот оградить, да, вот от всего того мощного и глобального, потому что Дева — это тот знак зодиака, который, вот если вот в семье рожден человек знака Девы, это говорит о том, что человек обладает максимальным таким классным количеством талантов, либо это один какой-то талант, который передался от семьи, и его необходимо прям развить. И здесь, дорогие, необходимо начать уже разбираться со своими страхами, переживаниями и волнениями для того, чтобы как раз-таки
подняться над тем уровнем жизни, который у вас есть, над тем осознанием финансовым, материальным, духовным, внутреннему состоянию, когда вы понимаете, что вы устали и вы хотите нечто большее от своей жизни, и это абсолютно нормально. Здесь нет ничего такого плохого, здесь нет ничего такого страшного, это хорошо. Ну и что, ребят, сейчас как раз таки буду рассказывать про дев каждой декады, и начну с дев первой декады. Ребят, ну у вас скажу, что это резкий рывок вперед. Возможно, страшно, возможно, с переживаниями, возможно, немножко будет вот такая позиция не совсем устойчивая, да. При этом, конечно же, здесь нужно пересмотреть свои взгляды в работе, то, как вы зарабатывали деньги. Сложно уже работать на старой работе, и это... Вот если у вас случился на работе сейчас какой-то переворот, да, может быть все что угодно, обанкротилась фирма, дали маленькую зарплату, зажимают коллеги, вот все что угодно, вытеснение, какие-то нестандартные ситуации, которые случаются, да, обычно. Мне очень часто пишут разные ситуации, и я реально в них верю, потому что жизнь это как такое интересное кино. Поэтому здесь, дорогие девы первой декады, не удивляйтесь, если случаются сложности, это не говорит о том, что вы человек плохой. Это вот так вот мир вас ускоряет и говорит, нужно идти в нечто новое. Подумайте, что вы хотели сделать, как вы хотели развиваться, как вы хотели зарабатывать, чего же вам хотелось. Конечно же, на фоне этого переживания может начать трещать личная жизнь по швам, переживания, волнения, ссоры, скандалы. Если же вы захотите выйти из отношений и сказать «я устал, я ухожу», сложно, конечно, это будет такое эмоциональное состояние. Постарайтесь привнести нечто новое в ваши отношения, начать разговаривать по душам, сделать совместные какие-то мероприятия, то есть вложите душу и начните со своим партнером совместно проводить отдых, досуг, и чтобы это было не просто какое-то рутинное времяпрепровождение, а нечто интересное, нечто такое новое, на что вы раньше, возможно, не осмеливались, и это тоже будет хорошо, потому что именно как раз-таки для дев первой декады ближайшие 1,5 года это такой момент, когда необходимо обрести вот эту смелость к новым действиям, к новым решениям, и необходимо, конечно же, вот здесь не бояться своих решений, то есть если вы приняли вот это состояние, если вы поняли, что как раньше уже вас не мотивирует, вам не нравится, тогда, конечно же, растите. И здесь вам всячески будет в этом помогать Уран, который в последних градусах в 2025 году еще идет по Тельцу, и в середине 2025 года перейдет в Близнеца, и вот так вот будет ерзать туда-обратно. Конечно же, да, дорогие девы первой декады, с Ураном сложно, но все-таки это энергия креатива, творчества, устремления в будущего. Если вы, конечно, работаете с Ураном, это невероятные быстрые результаты, и это неплохо, это хорошо, растите, двигайтесь вперед, устремляйтесь в будущее, потому что когда Уран все равно перейдет в знак зодиака Близнецы, все те, кто был не подготовлены, будет сложно, поэтому здесь постарайтесь настроить свою работу, постарайтесь настроить свои отношения, чтобы у вас был тыл, когда в работе у вас будут разные истории. То есть это будет движение вперед и назад, то есть ускорение и откат. И это нормальная ситуация. У нас ни у кого не получается с первого раза все. Но самое главное, не сколько раз не получалось, а сколько раз пробовали снова, не сдались и шли вперед. Поэтому не сдавайтесь, девы первой декады. У вас должно получиться, если включать смекалку, креатив, творчество и ускоряться, естественно. Девы второй декады. Ребят, ну у вас здесь, скажу, что моменты, вот если сейчас, еще на данный момент, когда кармические узлы вот только меняют, да, знак, вот сейчас вот вас еще немножечко потрясет, такие внутренние претензии, еще немножечко не готовы. Такое состояние, когда, конечно же, когда раздирают противоречия, да,
но вот это состояние вам нужно, вот честно так скажу, оно вам нужно, и уже буквально через полгода, чуть больше, это настроение сменится совершенно другим. Вы подумайте о смысле вообще своей жизни, о смысле своих действий, да, как раз-таки кармический узел южный перейдет как раз-таки в вашу декаду, и у вас настроение будет такое более, наоборот, мудрое, более устремленное вперед, оптимистичное гораздо. То есть если сейчас у вас настроение такое не совсем оптимистичное, то есть у вас постоянные внутренние претензии, вам кажется, что до вас докапывается, что у вас не получается все, что откладывается даже отдых в том числе. Если случается какой-то отдых, пусть это даже поездка, то это все накрывается, случается как-то непонятно, все возможности, такое ощущение будто рушатся. Вам на самом деле нужно понять, что вы хотите сделать в своей жизни, какого масштаба, какого уровня. И вот этот масштаб начнете реализовывать уже ближе к осени, с периода осени, зимы 2025 года. И там уже будет такое более душевное, огромное такое настроение, движение вперед. И хочу сказать, что до конца как раз-таки движение кармических узлов по вашей декаде и, в принципе, по Деве, у вас уже вот такое состояние возможности, да, из возможностей, из плюсов, да, кому-то захочется построить семью, кому-то захочется родить ребеночка, да, то есть это такое семейное локальное состояние, которое тоже радует, будете черпать оттуда много силы, много тепла, которое вам как раз-таки необходимо, да. Если говорить про работу и возможности, то здесь, конечно же, обучение было бы очень хорошо, если бы вы вошли в какое-то обучение, у вас будет получаться популярность, подъем социальной реализации, и даже будут случаться поездки, то есть отдыхать у вас тоже получится, но будет такое состояние мощное, активного движения вперед, жизни, яркости, что отдых будет, скорее всего, связан со всеми вот этими делами в круговороте событий, да. Но для того, чтобы вот к этому ко всему прийти, естественно, к этому периоду, да, то есть ближайшие вот сейчас полгодика вас, конечно же, особенно вот зиму и весну 2025, вас немножечко вот так вот поштормит, да, то есть необходимо разобраться со своими страхами. Почему у вас нет, например, семьи, детей, той самой работы, почему вы, например, работаете на той работе, которая вам не нравится, а вам хочется совершенно другое, душа просит. И вот как раз-таки осенью 25-го душа будет уже очень много просить. И это такая история очень сильная, которую вы скажете, почему-то я хочу это, я не знаю почему, но вот мне хочется. Так и делайте, как вам хочется, только разбирайтесь в своих страхах, потому что они оставляют вас на том уровне, на котором вы находитесь сейчас. Разобравшись с этим, будет у вас все хорошо. Я вообще не вижу каких-то таких сложных моментов, может быть, по показаниям, конечно, в личных натальных транзитных картах, но вот у меня, если на общий раскладывать гороскоп, прогноз, оно вот так. Здесь будет очень хорошо помогать Юпитер, двигать вас вперед, а это та энергия, те амбиции, которые вам нужны, и все должно сложиться очень хорошо. Но еще раз говорю, работа со страхами, которая у вас в принципе получится, но момент того, что выходить из страхов придется очень быстро, очень резко, моменты претензий будут складываться, но вы будете это очень сильно понимать, поэтому слишком долго не провисайте и не тратьте много времени на свои какие-то переживания, которые будут только отягощать момент. Ускоряйтесь, двигайтесь вперед и идите к той жизни, которую вы хотите. Не малодушничайте и не бойтесь, и все будет хорошо. Девы третьей декады, наверное, больше всех почувствуют вот сейчас вот смену кармических узлов, знаков, это девы третьей декады. Да, ребят, ощущение, что вас штормит, не то слово, случаются события, которые вы не хотите, делать дела, которые вы не хотите, и это нормально. Здесь и Сатурн, и Нептун в оппозиции, здесь и сам северный узел тоже в соединении очень мощное такое эмоциональное состояние дает, когда
хочется и в депрессию впасть, и здравый смысл говорит, надо резко что-то делать, что-то менять, когда еще и сбои по финансам, особенно когда состояние непонятных вот таких качелей. Но, ребята, скажу вам, что здесь, в принципе, Уран вам помогает. Он вот дает вот этот оптимизм движения вперед, когда хочется как раз-таки очень быстро и резко свою жизнь перевернуть. Но понимаете, что здесь именно нужна стабильность, здесь нужна креативность в том числе, но понимание плана, куда вы движетесь, да, чтобы вот не размывалась ваша реальность. Если вы смотрели общее видео для всех знаков зодиака, я там рассказала, что ну, вообще состояние, которым будем мы все одержимы на ближайшие 1,5 года, и это такое состояние, что мы будем в такой легкой депрессии, что ли, мы будем в таком шоке небольшом, да, не хочется, конечно, шокировать, у кого есть мудрость вообще, в принципе, по жизни присутствует, кто дружит с таким глобальным пониманием мира, у того будет четкое понимание, что вот все эти трудности, которые происходят, они здесь для того, чтобы закалить, для того, чтобы поднять на новый уровень, для того, чтобы из того старого, что у нас было и уже изжившего, построить нечто новое, да. Это как тот чемодан без ручки. Нести уже невыносимо больно, а бросить жалко. И вот что здесь с этим делать? Так вот, девы третьей декады, конечно же, вас будет трясти еще зимой, весной 2025 года. Не потому, что вы люди плохие, нет. Просто потому, что очень сильно нужно менять свою жизнь. Зарабатывать больше однозначно, понимать, что вы хотите от своей жизни, какую работу, карьеру, социальный статус иметь, в том числе, какие радости вы хотите по жизни, да? Живете ли вы так, как вам хочется, или вообще нет, а нужно жить, как хочется, ребят, и это правда, да, то есть нужно делать дела, переключаться на новое с активностью, и тогда все планеты как раз-таки по истечении вот этого периода, уже даже через год у вас будет совершенно другие мотивы, совершенно другое настроение, движение вперед, активной, яркой жизни, но при этом через труд, ребят. И чем больше вы прикладываете силы, у вас есть вот этот четкий план, тем лучше у вас будет получаться. Однозначно это так. Чем больше вы вкладываете вдохновение и вообще, в принципе, веру в свою жизнь, в то, что вы хотите сделать из своей жизни, тем лучше у вас будет получаться. Я не говорю сейчас, что нужно просто сидеть и верить. Нет, ребят, нужно трудиться и понимать, что даже если вы прикладываете очень много сил в своей работе для того, чтобы увеличить финансовый поток, повысить свой социальный статус, иметь ту работу, которую вы хотите, да, то здесь, конечно же, ребята, нужно потрудиться. Легко не придет. Вот смотрю и вижу, что здесь не прожить в легкости. То есть аспекты, которые складываются, четко дают говорить, без каких-либо иллюзий. Надо трудиться, и тогда уже осенью и зимой 2025-2026 года уже будет прям четкий такой результат. Мощный, большой, классный, вы его будете видеть. Это будут и поездки, это будет и повышение, это будет совершенно другой уровень финансов, это будет то состояние, когда вы сможете себе позволить то, что вы хотите. Если у вас есть вопросики с недвижимостью, то да, есть возможность приобрести недвижимость новую, расширить свою жилплощадь, в том числе уровень дозволенного. Однозначно точно так же. Ну и расширение семьи — это как такая большая фишечка в этой эмоциональной борьбе, я бы так сказала, потому что для вас, девы третьей декады, конечно же, ближайшие 1,5 года это по большой части это эмоциональная вот такая битва внутренняя, когда нужно прямо-таки себе выстроить цель, нарисовать план и идти к нему, не сдаваться. То есть девиз — никогда не сдаваться, даже если кажется, что все, я устал. Нет, нельзя, вот я вам говорю, нельзя, и тогда у вас все будет хорошо. Вот меня всегда спрашивают: Жень, что нужно сделать для того, чтобы было хорошо? Я говорю, временные рамки говорить, а что не быстро? Я говорю, ну вот как-то так.
вот после этого периода, ну вот здесь нужно, вот такая должна быть компенсация вот у Вселенной. Вот в этот отрезок времени нужно прям потрудиться, вот прям классно, нормально потрудиться, прям на максималках, и тогда будет хорошо. Ну ладно, все, готовы, трудимся. И это нормальная такая история, ребят. Мы идем в очень сложный мир, где не будет легко, плюс этот мир еще очень сильно ускоряется. Но, дорогие девы, и третьей, и второй, и первой декады, у вас все будет хорошо, потому что вы труженики, потому что вы молодцы, потому что вы понимаете, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Это такая базовая, очень мощная функция знака зодиака Девы, и вы все, кто меня смотрит, я смотрю, молодцы, потому что каждый раз комментируете, я вам стараюсь отвечать, и вот вы постоянно все что-то делаете, и это очень хорошо, ребят, потому что мы живем во времена сейчас, когда нельзя ничего не делать, и самое неприятное — это сдаваться, унывать, тем более, ребят, тем более, поэтому позитивнее, и все будет отлично, и все станет хорошо, и по истечении этого периода вы все мне, и я надеюсь, напишите и скажете, вот стало вот классно, вот прям стало хорошо, и я за вас порадуюсь очень сильно. Ну а пока, если вы на момент выхода этого видео не унываете, меня это уже радует. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте вопросы, если они у вас остались, в комментариях. Я желаю вам продуктивного периода, и тогда все точно будет так, как вы хотите. Здесь главное не малодушничать и составить себе честный план, потому что честность вот в эти 1,5 года решит все. То есть если впадать вот в эти иллюзии, то тогда по истечении этих 1,5 лет придет ощущение потерянного времени. Не надо так, не надо тратить свой самый драгоценный ресурс. Ну что, ребят, я желаю вам всего хорошего и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.